Она подарит тебе любовь. Кто же это? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Охрипшая немножко. Не такой сексуальный голос, который вы любите, но ничего. Скоро поправлюсь. Итак, мои хорошие, настраивайтесь на расклад для энергообмена. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Что я могу сказать, мои хорошие? Среди вас есть много людей, которые обладают магическими способностями. Уже это неоднократно у нас было показано в сигнификации. Те, кто меня смотрит, это слышал. Есть люди, которые могут заниматься целительством. Есть среди вас те, кто могут стать довольно сильными, успешными магами. И причем даже есть среди вас те, кто могут черными магами стать, ребят. Я, конечно, не люблю черную магию, я не занимаюсь, но тем не менее каждый выбирает в своей жизни вот те направления, которые хочет. Поэтому я просто вот делаю акцент. Если вы по себе чувствуете, да, что вот тянет именно, может быть, кого-то на кладбище, да, может быть, каким-то черным ритуалом. Опять же, это вы выбираете сами. Я просто предупреждаю, что есть предпосылки. Вам, возможно, даже во сне приходили, то ли ваши ушедшие родственники могли либо говорить что-то подобное, да, вот именно по поводу ваших способностей, либо же какие-то другие знаки во сне подавать. Могут у кого-то еще проиграться знаки в жизни, да, то есть либо же попадается постоянно какая-то литература, постоянно, вот знаете, даже вот бывает, допустим, человек даже тем же Таро не интересуется, а здесь постоянно вот какие-то то видео попадаются, то колоду карту видит в магазине, то еще что-то. Ну, то есть какая-то такая, знаете, вот атрибутика постоянно попадается, и ты уже волей-неволей начинаешь думать, елки, или это знак какой-то, или что, да? Поэтому смотрите, ваша интуиция, конечно же, вам подскажет. Вы это сами лучше меня даже, может быть, чувствуете, знаете, к чему лежит душа, что у вас получается. У кого-то может проиграться сумасшедшая просто интуиция. Кстати, у вас были такие случаи по жизни, когда ваша интуиция вас спасала. Она вас даже оберегает, вы просто не всегда обращаете на это внимание. Напишите, ребят, давайте сделаем маленький такой опрос. Вы вот чувствуете наклонность, допустим, вот в себе, да, вот какие-то ощущения, может быть. Кто-то к целительству, кто-то там к Таро, кто-то еще какой-то разновидности магии, да, вот напишите. Если вы не чувствуете, так можете написать, что нет, я в себе ничего не замечал, не чувствовал, поскольку это общий расклад, конечно же, может срезонировать не со всеми. Вы человек, который, вот несмотря на какие-то сложности в вашей жизни, у каждого это свои сложности, но вы не сдаетесь. Я не беру во внимание те периоды, когда, ну уж совсем плохо было, да. Но тем не менее вы поднимаетесь вот с коленей, вы поднимаетесь, как бы вас не опускала жизнь, как бы вот не била злодейка судьба, вы все равно вот идете на пролом, потому что вы сильный, уверенный человек, хотя иногда опускаются даже у вас руки, но это такие, знаете, какие-то минутки слабинки. Вы стараетесь особо не показывать, когда вам плохо, когда вам больно. Вы сторонник решать проблемы сам. Вы долго можете думать, обмозговывать, да, прежде чем решить какую-то проблему. И я вам скажу, что вы очень сильно привязываетесь к людям. И потом, когда люди, ну, либо же предают, да, либо же вы понимаете, что кто-то лицемерит, да, вот, возле вас, вам очень тяжело прощаться с такими людьми. Я сейчас не только о женщинах говорю, а вообще о людях, которые близки вам, да. У кого-то это друзья проиграются, кто-то, может быть, ну, в каком-то смысле разоблачил своих родственников даже. Иногда и родственники, к сожалению, могут нож в спину вставить, да.
Если у кого-то из вас есть такие истории интересные, в ком вы разочаровались, вы можете поделиться. Я всегда с удовольствием читаю все ваши истории. Вы человек, который исключительно семейный, ребят. Я знаю, что вы многие меня смотрите регулярно, за что вам большое спасибо. И это уже у нас точно так же неоднократно выпадало в сигнификации, что вы у меня люди семейные, большинство, по крайней мере, да. Я не говорю, что вы стремитесь прям жениться, землю рыть, чтобы только окольцеваться. Нет. Это говорит о том, что для вас семья – это действительно святое. Это говорит о том, что вы, ну, не гуляки, правда? Хотя, опять же, у каждого из вас были такие истории, которые, простите, хриплю что-то я совсем. Были такие истории, которые некоторым из вас хочется забыть, да? Были, ну, я не буду обобщать, да, но есть из вас те, которые и налево ходили. Ну, были такие случаи. Но это измена, скорее такая, знаете, от отчаяния, что ли. Это не потому, что вот вы такой гуляк, а вот те из вас, ребят, я думаю, вы, ну, если вы кто-то наберетесь смелости, напишите, вот как у вас с этим обстояли дела. Здесь, если вы изменяете, то это уже потому, что вы либо же чувствуете, что все, отношения рушатся, либо же, чтобы хоть немножечко какую-то женскую теплоту и ласку почувствовать. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Многие из вас, как я вижу, начали жизнь с чистого листа. С чем это связано? Смотрите, есть среди вас и те, которые начали жизнь во всех смыслах слова с чистого листа. Здесь и разрыв личной жизни у вас был с женщиной, да? И, возможно, даже у кого-то проиграется и сменили работу. У кого-то, может быть, отдельно просто работу вы поменяли, и вот как будто обнуление, вот идет обнуление вашей жизни. Конечно же, есть среди вас и те, кто еще все-таки живут прошлым. Но обычно такое бывает у кого, ну, не так давно, допустим, разрыв состоялся. Не можете вы отпустить, хотя вот умом понимаете, что женщина много вас обижала, женщина делала больно, но не можете вырвать ее из сердца. Опять же, ну, здесь я вижу, время лечит. Вы тоже отойдете от этих воспоминаний, просто нужно время. Хотя сейчас вам может казаться кому-то, что ну, либо она вас приворожила, либо же, ну, действительно какая-то магия, почему вы не можете ее забыть, да, умом понимаю, что я не могу с ней жить, я не буду с ней жить, она обидела там, она предала, но тем не менее, не могу ее забыть. Женщины вам нравятся, ребят, такие довольно страстные, активные, но вот как-то, знаете, у вас были такие женщины в жизни, большие ревнивицы. Причем сами, которые ходили налево, но вас ревновали. Напишите, у кого это проиграется. Интересные вы такие личности, знаете, вот много было периодов взлетов и падений, много было принято в вашей жизни важных решений. И даже, возможно, кто-то из вас не единожды начинал жизнь с чистого листа. Ну, давайте-ка теперь посмотрим, мои хорошие, кто же вам все-таки подарит любовь. Нам всем жизненно необходима любовь, правда? И даже если кто-то скажет, вот я иногда слушаю людей, да, которые говорят, да, не нужна мне никакая любовь, да, не верю я, да, любви нет. Сразу хочется сказать такому человеку, что да ты просто обжигался, да просто тебе делали больно, и сейчас у тебя, ну, такая защитная реакция. То есть, чтобы вы знали, если даже в вашем окружении, либо же вы сами кто-то говорите, что все, я никому не верю, ничего не хочу, никакой любви нет, это просто защитная реакция вашей психики. Итак, погнали, мои хорошие. Конечно, вы посмотрите, какую дикую боль вам причиняла женщина. Есть среди вас те, кто уже ни во что и никому не верит. Есть такие. Знаете, вы теперь вот если будете
вступать в отношения, вы будете очень сильно присматриваться к женщине, причем даже к мелочам, на которые, возможно, раньше вы даже и не обращали внимания. Это может быть даже, знаете, вот начиная с характера, заканчивая, ну, я не знаю, насколько она там со вкусом одета, насколько она тактичная, насколько она умеет себя держать. Для вас немаловажно даже вот как будут отзываться о вашей женщине ваши близкие люди. Напишите в комментариях, ребята, вам важно вот понравится ваша женщина друзьям там, либо родственникам, может быть, родителям, если живы, там, либо детям взрослым. Вот вы будете, ну это я сейчас так банальные примеры привела, но то есть мне показано, что вы будете женщин, ну каждый по-своему чуть ли не тестировать, назовем это так, да, то есть присматриваться вот ко всему, насколько и аккуратная, чистоплотная, насколько хозяйка, как она умеет распоряжаться деньгами, как она умеет принимать решения. Хотя, казалось бы, да, вы мужчина, вы будете принимать какие-то основные важные решения. Но, тем не менее, вы будете вот на устойчивость, на верность. Ну, то есть у каждого это будут свои такие маленькие проверки. Но очень-очень важно для вас это. Будете как-то все больше обращать внимание на женщин моложе вас. И я вам скажу, что вот как-то у вас то ли душа даже больше лежит к женщинам помоложе. Я не говорю, что эта разница в 20 лет должна быть, нет. Ну вот как-то, я не знаю, у кого-то это может быть даже отцовские инстинкты сыграют, у кого-то это, ну, свои такие вот заморочки, да. Вот женщины, которые постарше, но они не так для вас привлекательны. Хотя, опять же, я вам скажу, что это спорный момент. Будут у вас, это я сейчас так в общем просто рассказываю вам, будут у вас ситуации, когда вы будете влюбляться в женщин, может быть, даже полная противоположность вашему типажу, допустим, да, вот, ну, кому-то нравятся, допустим, худенькие там брюнетки, кому-то пышненькие блондинки, да, то есть вы будете влюбляться даже в противоположность. Вот ирония судьбы, не зря говорят. Так, какая же женщина придет в вашу жизнь, которая подарит вам любовь? Ух ты, закрываетесь, кто-то из вас не хочет знать информацию. Смотрите, это придет женщина исключительно такая справедливая. Женщина, которая никогда не потерпит нехорошие отношения к себе. То есть она себе цену знает. В хорошем смысле слова. Она не даст себя в обиду, она не даст близких в обиду. Вот она как тигрица, если обижают, не дай бог, ее там родственников, друзей, может быть, она всегда станет на защиту. Женщина скорее будет темноволосая, среднего возраста и, ну, такой комплекции, ну, подтянутая, она среднего телосложения, такая не пухленькая и не худенькая, как раз вот самое то, да, я знаю, многие мужчины вот любят именно такого вот среднего телосложения. Напишите, кстати, ребят, к слову, какого телосложения женщины вам нравятся. Женщина, которая какой-то период была одна, вот ей было не до отношений, были какие-то тупиковые ситуации, хотя, в принципе, она мужчинам нравится. И поскольку она выглядит моложе своих лет, на нее часто западали по жизни вот мужчины, которые, ну, даже, может быть, значительно моложе, чем она. Но она их не рассматривала. Она, наоборот, вот всегда тянулась к мужчинам, которые постарше. То есть, получается, у вас такой тандем с ним будет, да, вот вы чуть старше, чем она, вы ее заинтересуете, и вам, в свою очередь, да, вот женщины помладше тоже будут нравиться, как я уже сказала. И то есть в этом вы даже сойдетесь, вот начиная с возраста, начиная от общения. У вас будет общение вот, ну, с первых слов, с первых таких встреч, вот разговоров, свиданий, как угодно называйте. Очень легко будет общаться. Вот легко. Знаете, как бывает такое ощущение, когда ты знакомишься с человеком, и ты понимаешь, что вот мой человек. Хотя вы, может быть, первый, там, второй раз видите.
Это внутреннее ощущение. Ну, просто на энергетическом уровне, когда ты понимаешь, что елки-палки, да мы же на одной волне. Да я же чувствую ее, она чувствует меня, да. Это ситуация, когда вы, ну, просто будете болтать, даже, может быть, ночи напролет поначалу. Вы не будете прыгать в постель сразу к этой женщине, потому что вы будете просто банально бояться ее спугнуть. Вы очень быстро поймете, что вот такая женщина рождена именно для семьи, для серьезных отношений. Вы даже, вот те из вас, да, вот, ну, понятно, вы как мужчины, да, у вас инстинкты срабатывают, бобик там рвется в бой иногда. Но даже вы своего бобика, мои хорошие, усмирите так пальчиком ему, ну-ну, покажете, лежать, дорогой, лежать до поры до времени, не спугни мне жертву, да? Ну, я шучу, конечно, ребят, хоть и охрипшая, но пытаюсь шутить. То есть вы будете даже вот бояться как-то, ну, вот этим напором, может быть, спугнуть. Вы будете, может быть, даже кто-то из вас, ну, так, более-менее затяжной период будете гулять, ну, чисто вот как мальчик с девочкой. Вот сейчас вы можете улыбаться, вам может быть смешно, да, это слышать. Казалось бы, все взрослые люди, но именно это подсознательно. Вот настолько она вам сильно понравится, настолько вам будет комфортно с ней, вы будете бояться лишний раз вот какое-то движение не в ту сторону сделать, только бы ее не спугнуть. Настолько, вы понимаете, вот всю степень важности, которая будет занимать в вашем сердце эта женщина, ну чуть ли не с первого дня знакомства. Знаете, как мужчины боятся, ну это обычно по молодости, может быть, мальчишки там боятся первый раз поцеловать женщину, чтобы она, не дай бог, не то еще подумает что-то не то, да, что он ее там домогается или еще что-то. Вот подобным образом и у вас, у кого-то будут такие мысли. Поэтому не переживайте, у вас все будет. И бобик будет лаять и визжать от счастья. Все будет, но только вот не сразу. Это не будет такие отношения, что вот прыгнул в постель, все закружил, заворожил. Нет. Как-то вот все будет постепенно. Знаете, вот вам будет даже вот без того интима поначалу очень-очень классно. И ваши такие вот сначала вроде бы такие дружеские, приятельские отношения, они будут постепенно переходить уже в отношения взрослых мужчины и женщины. Будете ужасно ее ревновать. Будете ревновать, потому что, опять же, помимо того, что она вам очень сильно западет в душу, а поскольку среди вас много ревнивцев, будете иногда беситься. Вот беситься от того, что на нее кто-то посмотрел. Может быть, она там просто взглянула на какого-то мужчину, там мимо проходящего, а у вас внутри будет все кипеть, бурлить. Ну как это так? Как это она на кого-то посмотрела, либо на нее кто-то посмотрел? А не дай бог, она с каким-то там старым знакомым заговорит, кровь будет бурлить. Ревнивцы, отзовитесь, ребят. Я знаю, что среди вас есть большие-большие ревнивцы. Что же за итог у вас будет с этой женщиной? То есть, знаете, вот если коротко, ну это ваш человек. И здесь больше нечего добавить. Вот это ваш человек. У меня прям мурашки побежали, ребят. Ну, здесь даже не о чем говорить, да? Вы будете влюблены как мальчишка. И знаете, вас будет очень сильно удивлять в этой женщине, что она ничего не будет от вас требовать. Для вас это будет, для кого-то может быть в диковинку, для кого-то это, знаете, парадокс какой-то. Как это? Всегда все женщины от меня что-то требовали, да? А здесь, ну, вообще непонятки. Будете сами удивляться и даже порой вот не верю своему счастью. Будете очень сильно вдвоем оберегать вот этот ваш мирок двоих. И смотрите, у вас подсознательно, вот хоть вроде бы вы и будете, да, вот счастливы, вам будет хорошо, но вот этот вот червячок, который сидит в голове, вот эта мысль, только бы не потерять ее, только бы нигде не было подвоха. Ну, все слишком хорошо. Но так не бывает. Вот подобные мысли вас могут одолевать. Я вам говорю сразу, не накручивайте себя.
женщина абсолютно ваш родной, близкий человек. Вот реально как будто, вот знаете, Вселенная вам посылает подарок, такую женщину, которая подарит вам любовь, которой вы, в свою очередь, подарите любовь. Это отношения именно на чувствах. Это не про расчет, это не про какую-то выгоду. Поэтому, мои дорогие, любимые мальчишки, я от всей души желаю вам поскорее встретить такую женщину, которая подарит вам любовь. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!